Обычный мужчина однажды встретил в лесу дикого кабана, после чего его жизнь изменилась самым невероятным образом. История Гарика и его прирученного дикого кабана Яши началась неожиданно и завораживающе. Однажды во время одного из своих частых походов по лесу Гарик наткнулся на маленького дикого поросенка, который был совсем один и жалобно трясся под кустом. Поняв, что поросенок потерял свою маму и теперь вряд ли выживет в одиночку, Гарик решил взять его под свою опеку. Так началось их удивительное совместное приключение. Конечно, Гарик сразу понял, что приручение дикого кабана будет очень непростой задачей. Он начал с малого, предлагая Яше еду и постепенно завоевывая его доверие. Первые дни были особенно трудными, потому что поросенок был напуган, очень слаб и недоверчив к людям. Гарик нашел безопасное место в лесу, где они могли бы временно обосноваться, и начал ухаживать за своим маленьким подопечным. Постепенно, день за днем, дикий поросенок стал привыкать к присутствию Гарика и начал воспринимать его как своего защитника и друга. Гарик, в свою очередь, научился понимать язык тела и повадки Яши, что позволило ему лучше заботиться о своем удивительном спутнике. Мужчина тщательно изучал поведение кабана, чтобы предвидеть его потребности и реакции на происходящее вокруг. Благодаря этому Яша стал доверять Гарику и повсюду следовал за ним, словно верный пес. На своем YouTube-канале Гарик любит делиться подробностями этой необычной дружбы с самого ее начала. В видео 2-летней давности он рассказывает о первых шагах в приручении Яши, как он учил дикое животное не бояться людей, как кормил и ухаживал за ним. Каждый шаг был очень труден, но Гарик проявил терпение и настойчивость. Он старался записывать на видео каждый важный момент, чтобы затем поделиться своим опытом с другими людьми. Постепенно Яша стал не просто спутником, но и полноценным участником всех бушкрафт-экспедиций Гарика, так как мужчина — настоящий эксперт по выживанию и жизни в дикой природе с минимальным использованием современных инструментов и технологий. Вместе эта необычная парочка не раз отправлялась в долгие походы, исследовала леса, строила укрытия и небольшие лесные домики и, конечно, добывала пищу. В одном из видео Гарик показывает, как Яша усердно помогает ему в строительстве хижины в густом лесу, кабан роет землю, собирает ветки и даже помогает утрамбовывать стены будущего жилища. Гарик абсолютно уверен, что дикий кабан гораздо полезнее в продолжительном лесном походе, чем большинство людей. Особенно интересными стали по-настоящему экстремальные зимние походы. В одном из таких путешествий Гарик и Яша проводят время в зимнем лесу и вместе живут в землянке. Гарик демонстрирует, как можно выживать в суровых условиях, когда температура падает ниже нуля, а снег укрывает все вокруг толстым слоем. Яша в это время находится рядом, выполняя роль верного друга и спутника, который может согреть своим теплом в самые холодные ночи. Очень интересно наблюдать за тем, как Гарик учит Яшу искать в лесу пищу. Яша, обладая острым обонянием, лучше всякой ищейки помогает Гарику находить съедобные коренья и грибы. Это умение стало особенно полезным в условиях выживания, когда двое отправлялись в лес без каких-либо припасов, и каждая крошка еды была на вес золота. Во время этих походов Гарик сам многому научился, наблюдая за тем, как Яша использует свои природные инстинкты и невероятное обоняние для поиска пропитания. Гарик любит делиться своими наблюдениями за поведением Яши. Он рассказывает, как кабан реагирует на различные звуки и запахи леса, как охраняет лагерь от незваных гостей и как выражает свои эмоции. Яша, словно верный сторожевой пес, предупреждает мужчину о приближении диких животных, издавая характерные звуки и смело вставая на защиту их лагеря. Гарик научился понимать эти звуки и действия, что не раз помогло им обоим избегать опасных ситуаций и всегда быть наготове. Однажды во время очередного похода двое неожиданно наткнулись на следы медведя, а вскоре появился и он сам. Яше, не раздумывая, встал между Гариком и огромным лесным хищником, демонстрируя свою преданность и готовность защищать своего друга, даже ценой собственной жизни. К счастью, медведь вскоре скрылся в зарослях, похоже, решив не связываться со смелой парочкой. Этот случай показал, насколько сильна связь между человеком и животным, когда они объединены общей целью, взаимным доверием
и годами дружбы. После подобных приключений и невероятной взаимопомощи Яша, конечно же, стал одним из лучших друзей Гарика. Кабан также участвует во многих домашних делах, помогает на садовом участке и прекрасно взаимодействует с другими домашними животными. Гарик делится радостью от наблюдения за тем, как его необычный друг стал полноправным членом семьи, находя общий язык с детьми и другими питомцами. Взаимодействие с другими животными было не всегда гладким, но со временем Яша и домашние питомцы Гарика научились жить в мире и гармонии. Гарик уверен, что Яша навсегда изменил его жизнь, а их совместные лесные походы благодаря навыкам кабана стали гораздо более продолжительными, интересными и продуктивными. Двоим не раз приходилось проходить сквозь трудности и испытания. Они пережили несколько серьезных штормов, когда сильный ветер и дождь разрушали их временные укрытия. Вместе с Яшей им приходилось быстро реагировать и строить новые убежища. А если во время похода начинался сильный ливень, Яша всегда помогал собирать ветки и листья, чтобы как можно быстрее сделать прочный навес и защититься от непогоды. Гарик даже научил Яшу нескольким командам. Кабан оказался прекрасным учеником, и он с удовольствием выполняет команды человека, такие как «стоять», «идти вперед», «лежать» и многие другие. Гарик старается проводить каждый свой поход с пользой и собирает в лесу лечебные растения и ягоды. В таких ситуациях Яша становится просто незаменим, благодаря отличному обонянию кабана. Процесс сбора происходит гораздо быстрее, и двое всегда возвращаются домой с полным рюкзаком полезных растений. Для Гарика и Яши каждый день — это новое приключение. Они исследуют леса, реки и горы, смело заходя в самую густую чащу, куда никогда не ступала нога человека, и просто наслаждаются обществом друг друга. Однажды кабан даже смог найти старую, давно заброшенную деревню. Двое обошли несколько полуразрушенных домов, с интересом рассматривая посуду и инструменты, которыми много лет назад пользовались наши предки. Затем Гарик передал информацию об этой удивительной деревне ученым, чтобы они смогли тщательно изучить старинные артефакты. Вот так дикий кабан навсегда изменил жизнь спасшего его доброго мужчины, став ему верным другом, бессменным и очень полезным напарником в экстремальных лесных походах. И даже настоящим членом его семьи.